Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Пока на улице теплые летние деньки, я решил отправиться в Юрмалу, чтобы искупаться в море и переночевать в шикарном заброшенном отеле Майяри, закрытом почти 20 лет назад. Это здание – настоящая капсула времени. Многое осталось нетронутым с 90-х годов. Приятного просмотра! Вау, посмотрите на рецепцию. Класс. Так, датчик. Мама! Все, сработка. Ух, вот он. Любимый Рижский залив. Ай, балдеж! В общем, взял я все нужные вещи. Скоро уже стемнеет, и я хочу попробовать пробраться вот в эту заброшенную гостиницу и там заночевать. Что ж, пойдем искать залаз. Ух ты! А здание-то старое. Построено ровно 100 лет назад. Ресторан. Такс. А на входе написано «Реконструкция». Что там внутри? Непонятно. Все, я внутри. Попал сразу в гостиничный номер. Шкаф для одежды был. А здесь ванная. Так. Ура! Есть проход. Главное сейчас не спалиться на датчиках движения. Вот там провода, и в углу висит датчик. А там вроде бы чисто. Да. Здесь следующий номер. Ух, смотрите, тут зеркальный потолок. Только сейчас заметил. Класс. Я реально боюсь
датчиков. Потому что я слышал, они здесь точно где-то есть. Вот мне надо наверх. Датчиков, походу, нет. Пока. Вау. Смотрите, это в этой стеклянной коробке лифт до самого верха. Честно говоря, я уже очень давно хотел здесь побывать, но никак не решался, потому что думал, что тут сильная охрана. Ну вот, смотрите, еще один номер. Шкаф для вещей, для одежды. Здесь ванная. И сам номер. О, смотрите, есть телефон. Судя по виду, уже, наверное, из 2000-х. Посмотрите на эту красоту. Вообще, насколько я знаю, раньше это была довольно крутая гостиница. Но сейчас гостиница уже устарела и долгие годы стоит заброшенной. Огнетушитель. О, смотрите, это биде в ванной. И в этом номере были 2 комнаты. Первая и вторая. Снова телефон. Есть кто? Никого. Я очень надеюсь, что на 3-м этаже датчиков не будет. Тут что? Снова номер. Ванна уже попросторней. Классная картина. Лес. Так. Там, походу, датчик есть. Пойдем тогда сразу на 4-й. Снова картина леса. Красивая. Ой-ё! А нет. Я подумал, это датчик. А это всего лишь лампа. Такс.
Вау! Посмотрите на этот конференц-зал. Тут, походу, в 90-х серьезные дяди собирались и решали вопросы по бизнесу. Мне нравятся эти цвета. Коричневый, синий. Класс. Это что? Это, походу, проектор. Знаю эту фирму. Ой-ё. Потолку поплохело. Такс. Блин, там снова датчик висит. Вау. Это, походу, номера люкс. Вот здесь я, походу, и заночую. О! Класс. А здесь уже душевая. Нет, ну вот кому скажешь, что это заброшка, ну не поверят же. Даже телевизор есть. Картины пропустил. Снова пейзаж. А здесь мельница. Ё-моё. Смотрите, там еще вверх проход есть. Мама! Голубь! Ух. Я только что чуть не обделался. Дорогие голуби, простите меня за беспокойство, но я очень хочу проводить закат. Свежий воздух. Вау. А вот и закат. Вот так я обустроился. Здесь буду спать на этой шикарной кровати. Открыл окна, проветрить номер. И что? Время готовить сталкерский ужин.
Сегодня будем готовить простое, но вкусное блюдо — сталкерский суп. Это макарошки, всеми известный доширак. Подливаем водичку. И ставим кипятиться. Добавляем приправу для вкуса. Колбаску добавим. Не переживайте, руки я помыл. Ну и в конце, для сытости и вкуса, добавим майонеза сюда. Класс! Только горячие. Ну и к супу хлеб и огурец. Огурец, кстати, бабушка вырастила на огороде. Что ж, пока я ужинаю в заброшенной гостинице, напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат с ночевкой и готовкой сталкерской еды. Чаек готов. Иду на крышу на чаепитие вечернее. Вот улица Йомас, а там отель Юрмала. А вот там железнодорожная станция Майери, и за ней река Лелупе. А вот в той стороне, за деревьями, Рижский залив. Слышу периодически какие-то шумы, стуки, но я надеюсь, это голуби там наверху. Ух, ночью тут реально жутковато. Вот мой номер на эту ночь. В общем, надо придумать, как закрыть эту дверь, потому что замок, я так понимаю, не работает. Да.
Что ж, с помощью такой конструкции подпер я ручку. И теперь я могу спокойно спать. Фух. Что ж, дорогие мои зрители, спокойной ночи, а завтра мы продолжим изучать эту гостиницу. Доброе утро. Что ж, спалось мне довольно неплохо, и, слава богу, никто меня не потревожил. На завтрак буду кушать фрукт и готовить кашу с кофейком. Хорошая каша. Ой, то, что надо с утра. Гостиница Майяри – это старейший отель города-курорта Юрмала. Здание начали строить еще в 1923 году, а уже через 2 года гостиница принимала постояльцев. Проектировал здание известный рижский архитектор Артур Медлингер. Путеводитель по взморью за 1926 год писал: в прекрасной гостинице имеется 100 роскошных комнат, 4 зала, много веранд, террас и парк с 2 чудесными фонтанами. Особый шарм трехэтажному зданию с мансардной крышей придавала изящная башенка, смотровая площадка. С нее открывался неповторимый вид на море и Лелупе. На входе работала парикмахерская, на 1-м этаже кафе и ресторан. Через дорогу парковались такси, черные, высокие. Много лет Майяри была единственной гостиницей курорта, но к 1960 годам стали появляться другие места для отдыха. В 1974 у Майяри появился реальный конкурент. В центре Йомас построили фешенебельную 9-этажную Юрмалу на 360 номеров. С того времени Майяри ушла в тень. В обшарпанной гостинице было мало постояльцев. Но вскоре здание отремонтировали.
В отеле было 35 номеров, появились люкс-номера и даже апартаменты. Также роскошный конференц-зал, ресторан на 40 мест, бар и летняя терраса. 1 ноября 2006 года отель снова закрыли на реконструкцию, но после он так и не открылся. Надо как-то попасть во второе крыло, но там датчики. Можно попробовать пройти туда через чердак, но там будут голуби. Ладно. Тут новогодние елки, прямо с игрушками. Ладно, нам нужен выход на вторую лестницу. Это DVD-проигрыватели, походу. Тут прям видно, что здание пришло в запустение. Вот. Сюда мне и нужно. А, вот этот датчик. И здесь они. Была гостиница для людей, а теперь дом для голубей. Снова номера люкс, как тот, в котором я ночевал. Тут все так же. Не, классная гостиница раньше была. Мне очень нравятся эти номера. Они уютные. Картина. Закат на берегу моря. Это, похоже, туалетный столик. Кстати, вот напишите, раньше в 90-е годы было более престижно иметь душ или ванную. Мы идем ниже на 3-й этаж.
Что тут? Это все шкафы для одежды. Ух, посмотрите, какой кожаный диван. И не один. Вау. Здесь даже в номере была своя кухня, где можно было что-то приготовить. Очень красивая витрины. И спальня. Ух. Надо было здесь ночевать. Посмотрите на эту шикарную кровать. Здесь ванная. Что тут? Шампунь 2010 года. Это гостиничное мыло, шампунь и даже зубная паста. Ого! А тут свой гардероб. Роскошный номер. Сейф для ценных вещей. И посмотрите на это зеркало и комод. Класс. Нет. Автожурнал за 2014. А это, походу, меню ресторана. Да. Холодные закуски. Красная икра с тостами, черная икра. А вот цены. Знаете, я думаю, что это еще цены старые в латах. На сегодня кажется недорого, но тогда, в 2010 или 2015 году, я думаю, что это было недешево. Блины с черной икрой. 7 лат. Вот, например, первые блюда. Солянка 2 лата. Кремовый суп из лосося 4 лата. А вот вторые. Филе лосося 8 лат. Стейк 5 лат. Здесь десерты. Вот, кофе 40 сантим. Да, все цены даны в латах, как я и думал. Телефон. А тут это, наверное, музыка.
Вот, смотрите, коллекция хитов за 2000 год. Не, ну это витрина классная. Все в зеркалах. Кухня. О, есть бокалы. Приборы тоже есть. Шикарная спальня. Своя кухня. Гостиная. Еще и свой гардероб. 2 туалета. Много шкафов для одежды. И еще, по-моему, здесь 2-я комната. Да. Самый роскошный номер. Даже, походу, со своей сигнализацией. Еще старой. Прикольный стол. И нашел тут бумагу. Цены на гостиницы в Риге в 2006. Смотрите, 4 человека на 3 дня, 101 евро. Вот есть 88. Да уж, явно тут останавливались люди не бедные. Так, ну что, остается у нас 1-й этаж. Там точно будут датчики. Я их никак не обойду, и остается только идти напролом и надеяться, что охрана не приедет очень быстро. И у меня будет время там осмотреться. Так, вот уже вижу провод. И ведет на датчик. Слушайте, ну пока я датчиков не вижу. Тут у нас электрощитовая. Смотрите, тут на полу лежат фотки, как это место выглядело раньше. Посиделки в ресторане. Деловые встречи. Вот официант обслуживает посетителей. Девушки нарядная. Снова ресторан. А это тот зал для совещаний, походу. Тут просто туалет.
Здесь, походу, был ресторан. Да, вот барная стойка. Вот там есть датчик, но он бьет на те двери. Ага, вот они, собаки. Ух, тут, наверное, стояли спиртные напитки разные. А здесь был бармен. Класс. Ну-ка. Нет. Света нет. Блин, я себя чувствую просто как будто в игре какой-то. Опа. Что тут? Вот, смотрите, там висит охранный пульт. Но я вроде как еще не спалился. Вау, посмотрите на рецепцию. Класс. Так, датчик. Мама! Все, сработка. Ладно, что уж теперь. Так, это лифт. Все. Сигнализация сработала. Я спалился. Надо было быть осторожнее. Ух, какой зал. Такс. Что тут? Может быть, парилка? Туалет? Да, здесь, походу, смотрите, душевые. А здесь, вероятно, была сауна. Так, тут склад. Смотрите, какие рюмки. Бокалы. Еще бокалы. Кассовый аппарат. Вот та барная стойка. И датчики работают. Да, моргают. Все, я не буду тут задерживаться, рисковать. Я побежал на выход. Вроде все вам показал, что было на первом этаже. В этот раз мне повезло. Охрана не успела приехать, и я благополучно покинул отель. Что ж, дорогие зрители, спасибо за просмотр, счастливо и до скорых встреч!